Добрый день. Мы в России очень любим смотреть кино. Мы любим и Голливуд, однако больше всего предпочитаем фильмы, произведенные именно в нашей стране. Они прочно вошли в нашу культуру и украшают нашу жизнь светом. Поэтому в этом видео я хочу рассказать о парочке таких фильмов, которые помогут вам понять русскую душу. Но нет, я не трус. Я боюсь. Мы начнем с любимых комедий времен СССР. Эти фильмы запомнились нам своими сюжетами, интересными героями, смешными ситуациями и кучей забавных цитат. Это, например, «Иван Васильевич меняет профессию», фильм о том, как русский царь переместился в наше время. Ух, красота-то какая, лепота. «Джентльмены удачи», фильм о том, как воспитатель из детского сада внедряется в банду опасных преступников. Ну и, конечно, «Операция И» и другие приключения Шурика, фильм о молодом студенте, который попадает в разные передряги. А также «Бриллиантовая рука» и «Кавказская пленница», невероятно смешные фильмы о путешествиях. Нарядные черти. Ну прямо как на параде. Так, конечно, можно воевать. А побывали в таком переплете, как мы вчера? Сразу полиняли женихи. Дальше мы затронем серьезную тему войны. Многие наши дедушки воевали во Вторую мировую войну, и поэтому мы в России очень серьезно ценим фильмы о подвигах русских солдат. «Судьба человека», фильм о том, как мужчину взяли в плен, как он сбежал, и как после этого изменилась его жизнь. Они сражались за родину. Фильм о мужественных солдатах, идущих на подвиг ради родной страны. «В бой идут одни старики». Фильм о солдатах-летчиках, которые не унывают между боями, а наоборот создают небольшой музыкальный оркестр и пытаются выступать. А также рекомендую посмотреть вот эти фильмы. Я тебя искал. Наши бабушки и дедушки очень любят советские мелодрамы. Эти фильмы напоминают им молодость, так что их тоже очень важно посмотреть. «Москва слезам не верит». Это фильм о девушке, которая попала в очень трудную жизненную ситуацию, но боролась и смогла сделать себя сама. Этот фильм взял аж целый Оскар на одной из церемоний за лучший фильм на иностранном языке, так что тоже рекомендую к просмотру. «Летят журавли». Это фильм о подвиге русской девушки, у которой муж ушел на войну и не вернулся. Примечательно, что именно он взял золотую пальмовую ветвь на одном из венецианских кинофестивалей, так что рекомендую ознакомиться. Также можно отметить «Девчат», «Служебный роман», «Вокзал на двоих», «Жестокий романс» и другие мелодрамы, что вы сейчас видите на экране. Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Наши родители, которые росли в 90-е, очень любят необычное кино, которое попадает им прямо в сердце и позволяет задуматься о жизни. Это такие фильмы, как «Брат» и «Брат 2», фильмы о русском гангстере, который защищает слабых, а во второй части вообще отправляется в Америку, чтобы отомстить за друга. «Курьер», фильм о молодом школьнике, который на летних каникулах пытается заняться чем-то и найти себя, и попадает тем самым в очень интересные ситуации. А также особенности национальной охоты и рыбалки. Эти два очень смешных фильма показывают умение русских людей отдыхать, а также показывают взаимодействие двух совершенно разных культур. Ведь один из главных героев — финн. Хорошая охота была. Нормально. Если вы хотите посмотреть что-то более современное, то я рекомендую следующие фильмы. «Стиляги». Прекрасный русский мюзикл о том, как найти свою идентичность и поставить себя на какое-то место в обществе. «Майор Гром. Чумной доктор» — это хороший фильм о супергерое, полицейском из Санкт-Петербурга. А также «Серебряные коньки» — это прекрасная предновогодняя мелодрама. Отошел, Агуза. Папочка готовить будет. Сейчас в России стали снимать очень хорошие сериалы. Среди самых ярких это «Кухня», «Триггер», «Эпидемия», «Вампиры средней полосы» и прочие, что вы видите на экране. Однако, чтобы действительно понять, как живут русские семьи, я рекомендую от себя посмотреть всякие старые ситкомы типа «Счастливы вместе», «Воронины» и «Папины дочки». Естественно, это не все фильмы, которые заслуживают внимания, однако я показал самые базовые, основные, которые важны для русской культуры. На этом у меня все. Спасибо большое за просмотр.